はい、どうも大です。今日はですね、違う。今はね、仕事から帰ったばかりなので、動画を撮影したいと思います。何の動画ですね。自分の日本語を勉強し始めてから体験に対して動画を撮影したいと思います。僕ってさ、日本語を勉強していると、友達とか、大学の仲間とか、マジで、いろんな人、こう聞かれるんだ。大って、お前はね、どうやって日本語を勉強しているの？お前は、なぜ一体そんな、早くように話せるようになったの？っていう話がいっぱいあったんですね。なので、自分の、皆さんは特に僕のルーチンや、勉強方法に対して興味があるみたいだね。やっぱりね。だからさ、自分の、方法かな？やっぱり方法ですね。自分の方法について視聴者さんの皆さんに説明したいと思います。僕の視聴者さんは今はね、普通の生活の友達とか大学の仲間とか、みんなはロシア語ネイティブなので、この動画をロシア語で撮影したい。撮影する予定なんですけど、僕の、未来から来た日本人の友達とか日本人の視聴者さんは、申し訳ございませんね。さあ、それでは、早速始めよう。Ребят, всем привет. Меня зовут Дай, и я изучаю японский язык в течение 9 месяцев. Для начала, я расскажу, чего я добился, потом расскажу, что именно я делал. Я сдал, получается, недавно совсем я сдал N2 на 150 плюс баллов. Получается, спустя где-то 8,5-9 месяцев у меня вышел N2 на 150 плюс баллов. Я не готовился совершенно к нему никак. То есть я не брал материал для подготовки к JLPT, я просто бесконечно смотрел видео на японском языке. Я могу разговаривать, я сам архитектор. Я могу разговаривать на тему архитектурных стандартов, дизайна, строительства без проблем. Я могу понимать на эту тему, я могу понимать на широкий, спектр тем, словарный запас порядка именно активный, я не знаю, 1010 слов, А вот то, что я в Анке, выучил, это порядка 15-18 тысяч слов. Сколько пассивного, я не знаю, я никак не мог посчитать, Я уже на своем канале выкладывал, если посмотрите прошлое видео, это больше как... Те видео, они были больше о том, что конкретно я делаю, то есть как выглядит сам процесс. А теперь, я хотел бы объяснить, что в целом из себя представляет этот процесс, потому что когда смотришь эти видео, непонятно, чем я занимаюсь, что именно я использую, какое программное обеспечение я использую, что конкретно я делаю, что добился, таких успехов, буквально занимаясь самостоятельно, всего за 9 месяцев. Я сразу же включу экран, Так, запись. Да, супер. Начнем с... Так, это мое видео, это не то. Я хотел бы для начала показать, что конкретно я делаю в большую часть своего времени. То есть, каким образом с самого начала я изучал язык, что конкретно я делал. И на самом деле, начиная с 1 месяца и получается, сейчас уже у меня середина 9 месяца, моя рутина в корне, она не отличается. Она одна и та же, просто увеличивается, получаемое количество информации и удовольствия, То есть первые месяцы моей задачей было просто привыкнуть к японскому контенту. Я зашел, я создал дополнительный канал на YouTube, переключил его. Тут важно, у нас есть Gengo,
Мы генго переключаем на нихонго, то есть мы переключаем язык YouTube на японский. И также мы переключаем басё место, страна проживания на Нихон, то есть на Японию. Нам обязательно необходимо, чтобы YouTube, да, думал, что мы находимся в Японии. По-хорошему постоянно использовать еще японский VPN, но я перестал это делать, потому что мои рекомендации настроились, но у вас на начальных уровнях не будет этого, поэтому вам очень важно сделать так, чтобы у вас был аккаунт на YouTube с японскими рекомендациями. Для начала не с теми, что вам нравится, а в целом с японскими рекомендациями, с каким-то японским контентом. И самое главное, каждый раз, когда появляется контент не на японском языке, вы так вот тык-тык, и вот нажимаете либо не рекомендовать этот канал, либо кёминаси. Да, нет интереса, типа мне это не интересно. Чтобы у вас в ленте даже... Учитывая то, что у вас регион Японии, язык японский, всегда будет появляться контент на непонятных языках, то есть на английском, может, на русском, на узбекском в моем случае, да, я узбек. Это нужно решать, то есть вы просто удаляете, вы нажимаете кёминаш или не рекомендовать этот канал, и проблема исчезает, да. Я объясню, с чего я начал, это был Хаджиме Сятё, это был Хаджиме Сятё, это, я думаю, для нас будет понятно, это блогер, похожий сильно на Влада А4, потому что с самого начала моей целью было, в первые мои 3 месяца, моей целью было просто, я уже изучив, да, суть этого метода, суть погружения, да, я понял, что мне потребуется какое-то время, чтобы просто привыкнуть к японскому языку как таковому и начать получать от него удовольствие, да. То есть я понимал, мне надо будет делать анки каждый день, какое-то количество слов, и нужно как можно больше ежедневно слушать японскую речь, желательно, чтобы это было видео, желательно, чтобы это было что-то, что попадает вам в память, чтобы это было, это важно, чтобы это было понятно даже детям. А раз этот контент популярен у детей, раз он понятен даже детям, значит, он также будет понятен и мне. Поэтому первые, наверное, 2 месяца, а проще говоря, первые 2-3 месяца и первые 250-400 часов я потреблял контент с канала Хаджиме Сятё, с канала Хикакина. Хикакин — это второй самый... сейчас, Хикакин — это второй самый популярный, наоборот, он самый популярный ютубер в Японии, Хикакин. Это их контент, понимаете, он с самого начала создан для того, чтобы его поняли как можно больше людей. Там не используется сложный язык, там не используются сложные слова. И что наиболее важно, этот контент создан от носителей и для носителей. Это не адаптированный контент на японском языке, а поэтому мы его можем спокойно потреблять, будучи уверенными, что с нами не разговаривают как с иностранцами. С нами могут разговаривать как с детьми. Иногда в таких вот видео, да. Но с нами не разговаривают как с иностранцами. То есть с самого начала, с самого первого дня изучения японского языка нам необходимо как можно больше слушать контент и как можно быстрее пропустить начальную стадию, когда вы ничего не понимаете, и когда у вас в голове уже есть база слов от каких-то пары блогеров, да, которые помогают вам смотреть их видео, и таким образом набирать эту базу слов еще больше, да, то есть вы понимаете 5 слов в предложении, а их в предложении 10 слов. Вы, то есть 5 понимаете, и вы еще часов 30 посмотрите, и вы 7 слов начнете понимать. И таким образом у вас база слов, она автоматически вырастет без использования анки, да, то есть у вас она максимально естественным образом будет увеличиваться на постоянной основе. Это самое главное, что нужно сделать. Каким образом это нужно сделать? Каким образом это нужно сделать и каким образом это делал я? Я сразу включу, не знаю, давайте, понятное видео Хаджиме Сятё. С ним будет наиболее проще, потому что я считаю, что у него самый понятный контент на японском языке. И, что более важно, у него огромное количество видео. Нет, скучно. К примеру, вот. Сколько, типа, я проеду на... Что мы делаем, да, что мы делаем? У нас есть расширение ASB Player. Как его установить, я уже объясню дальше. Я просто покажу, как оно работает, да.
вы нажимаете Open Side Panel, вы нажимаете загрузить субтитры, и у вас подгружаются автоматически сгенерированные субтитры с YouTube. То есть пул вашего контента, да, он становится буквально гигантским, потому что практически каждое видео на YouTube имеет автоматически сгенерированные субтитры, и включая их, вы получаете что? Что-то попроще. То есть вы слушаете видео, вы смотрите видео, и вам попадается фраза, то есть вам не постоянно нужно читать эти субтитры. У вас вот есть субтитры, да, вы наводите мышку, на такси, и у вас появляется лайк, типа такси, и вы видите, что такси это такси, да, что 100 ман эн это типа 100 ман эн, да, если это перевести. Яреба это если бы было. Я это к чему? Вы смотрите видео таким образом, то есть вы слушаете, то есть первые, может, 100-150 часов вы просто слушаете, и когда вы слушаете одного и того же человека, 100% у вас в голове уже есть пул слов, которые вы знаете, как переводятся, вы 100% понимаете, как они переводятся, и у вас проблема другая. Вы сталкиваетесь со словами, которые вы слышите постоянно, но вы не знаете, как он переводит. Вы не знаете, как они переводятся, да? И вы можете поступить в данном случае так, как это делал я. То есть я слышал какие-то слова, я в тот момент, первые 3 месяца, я вообще не знал о существовании подобного софта, я переводил все вручную, какие-то слова, поэтому я большую часть времени слушал, но вы можете оптимизировать этот процесс, вы можете ускорить этот процесс, а потому вы можете сделать так. То есть вы слушаете, и вы слышите, типа, постоянно слово, вы 100% будете его слышать. Унтен, да, унтен это вождение, движение, да, и вы не знаете, как оно переводится. Вы просто наводитесь, зажимаете Shift, да, вы зажимаете Shift, и у вас появляется, что слово унтен это движение, ход, работа, эксплуатация. Это слово вы услышали. То есть каждый раз, когда вы будете слышать слово «унтен», вы уже получили его перевод не естественным образом, но вы получили его перевод, соответственно, вы будете его слышать, вы будете понимать контент, и вы будете понимать больше. То есть таким образом, вот так же тыкая, то есть у вас... Лайк. Сигото вы тоже будете постоянно слышать, это работа, вы также навелись, вы также услышали, и если вы будете таким образом смотреть видео, делая это все в связке с Анки, то есть вы постоянно делаете карточки в Анки, вы постоянно смотрите эти видео, вы будете слышать одни и те же слова, и гарантированно через 300 часов, может быть, у вас это будет 200 часов, если вы будете вот именно этого способа придерживаться, вы начнете понимать видео. И что более важно, наша основная цель – это как можно быстрее достигнуть планки, когда мы можем как можно меньше концентрируясь, как можно больше понимать. То есть, допустим, ситуация, вы куда-то идете, вы с кем-то разговариваете, вы сидите на работе, и вы просто не можете выделять 100% своего внимания видео на японском языке, но при этом вы можете включить это видео на фон и не сильно отвлекаться на него. И на первых стадиях вы не сможете, вы не привыкли к языку, вы не знаете слов, но чем больше вы слушаете, тем лучше становится ваше понимание на слух, а соответственно, тем меньше внимания вы сможете уделять контенту, чтобы его понимать, так как это у вас происходит с родными языками, да, то есть в моем случае это русский, узбекский. Я могу включать видео, я могу поставить его куда-то на фон, сконцентрироваться на процессе и практически не концентрируясь на этом видео, понимать полностью, что там говорят, хотя не концентрируюсь. И вам необходимо как можно быстрее довести японский до того уровня, чтобы ваш японский начинал расти не так, а чтобы он просто полетел вверх, как это опять же произошло у меня, наверное, в начале 5-го, может 6-го месяца у меня прогресс очень быстро пошел. То есть он перестал
Тут вот уже о другом разговор, да. Каким образом, то есть почему он перестал, почему для меня это перестало быть рутиной, и почему, самое главное, вам необходимо сделать так, чтобы японский язык не ощущался для вас, как будто вы что-то учите, да. Это очень важный аспект. Вам нельзя заставлять думать себя, что вы изучаете японский язык. Вы его не изучаете, вы просто потребляете контент, получаете удовольствие с одним «но». Первый, может, месяц, первые 2 месяца, первые 3 месяца вам будет тяжело расслабленно на 100% потреблять контент на японском языке, но спустя это время вы сможете расслабиться, вы сможете начать получать удовольствие. И к чему я? Вам необходимо по-хорошему, как это сделал я, отказаться от потребления контента по максимуму. Отказаться от потребления контента на своих родных языках, чтобы все ваши интересы, они переместились на японский. То есть, к примеру, я архитектор, мне нравятся компьютеры, мне нравится, что еще, архитектура и визуализация, мне нравится всяких стримеров, да, слушать, мне нравится Майнкрафт, потому что у меня долго работа была связана с Майнкрафтом, и я продолжаю потреблять контент на эту тему. То есть, у меня есть каналы про интерьер, у меня есть каналы про архитектуру, то есть, про архитектурный дизайн, про всякие рун-туры я очень много смотрю. Также у меня есть куча стримеров, благодаря которым я, получается, и начал быстрее понимать разговорный язык. То есть мой посыл в том, что вам как можно быстрее необходимо сменить свои интересы с ваших родных языков на изучаемый вами язык. В данном случае это японский язык. То есть чем быстрее вы достигнете той планки, когда вы заходите на YouTube на телефоне, и вы не переключаете аккаунт с японского на свой русский, английский, неважно какой язык, а остаетесь на японском и потребляете контент на японском языке по максимуму, да, то есть когда это возможно, тем быстрее ваш уровень начнет расти. Да, это очень важно, потому что я заметил по себе, заметил по другим людям, когда они полностью переходили на контент на японском языке, когда они полностью начинали потреблять контент только на японском языке, их уровень значительно рос, и это уже получается максимально пассивно, то есть ты, не прикладывая никаких усилий, ты, не воспринимая этот процесс как учебу от слова совсем, продолжаешь изучать японский язык, продолжаешь получать какую-то информацию профильную. Я огромное количество информации по архитектурному дизайну, в моем случае мне скоро нужно будет переехать в Японию, доучиваться там как архитектору, и поэтому нужно будет сдавать экзамен на архитектурную лицензию, там Никю Кенчику Сисикен, Тока Икю Кенчику Сисикен, это лицензии на... лицензия архитектора, да, и я просто вбивал на ютубе там Икю Кенчику Сисикен, и у меня выходили всякие видео, да, по которым я готовился к этому экзамену, по которому я знакомился с японскими стандартами, я там завел тетрадку, да, записывал. То есть у вас японский язык должен уйти на второй план. Японский язык должен стать не целью, а инструментом к получению какой-то информации, каким-то знанием, и лишь тогда у вас прям, реально полетит прогресс. Немного об инструментах, да, потому что я говорил, у меня есть просто прекрасный сайт моего приятеля, на котором есть буквально он полностью на русском языке, на котором есть буквально вся информация о том, как подготовить софт, как подготовить браузер, да, используйте только Chrome браузер, потому что большинство плагинов для изучения японского языка, они идеально встают только на Chrome, либо Яндекс браузер, но с Яндекс браузером есть пару плагинов, тоже важно, которые не встают, поэтому если вы сидите на Chrome браузере, не переходите, лучше пользоваться только им. Заходя на этот сайт, мы видим просто огромное количество инструментов, которые нам помогают. То есть у нас вот ASB Player, это плеер, который вот как раз таки выводит нам вот так вот субтитры, то есть мы включаем видео, опять же, мы нажимаем загрузить субтитры, и у нас появляются субтитры кликабельные, через которые мы можем не изучать японский язык, через который мы можем просматривать слова. Или же у нас есть приложение Jidou-Jisou, это приложение только на Android, там огромное количество функций, это просто собранный комбайн, но единственный способ, для которого я использовал, это буквально
тот же самый просмотрщик видео, как ASB Player. То есть я включал через Didovdi видео на YouTube, и там появлялись точно такие же, знаете, кликабельные. Вот так сейчас. И там появлялись буквально точно такие же кликабельные видео на YouTube, да, которые я так кликаю пальчиком, у меня появляется типа слово гентай, да. Я его прочитал, я его запомнил и продолжил дальше смотреть. Примерно это. То есть в целом, если вы, опять же, откроете там видео на моем канале и посмотрите, да, чем я конкретно занимаюсь, да, типа, может быть, я там типа что-то не договариваю, да, и я чем дополнительно занимался. Я буквально просто без остановки смотрю видео, и когда не понимаю какое-то слово, я кликаю на него. Да, не у всех есть возможность сидеть на одном месте там 6-9 часов, но если вы, опять же, если у вас есть необходимость в том, чтобы выучить японский язык в короткие сроки, чтобы сдать на какую-то лицензию, да, на какой-то GLPT, да, level, на какой-то GLPT уровень очень быстро. Также после этого влиться как-то в японское общество, естественно, разговаривать, да, понимать там всякие отсылки. Лучший, наверное, и самый быстрый способ — это просто сидеть, приобрести интерес к контенту на японском языке. Только приобретя интерес, только перестав, еще раз повторюсь, только перестав ощущать этот процесс как изучение языка, вы сможете значительно ускорить этот процесс. Во всех других случаях вы будете постоянно воспринимать его как изучение языка, и вы там и 2, и 3 часов не продержитесь, когда... Тут очень хороший пример я бы хотел привести. Я вот в этом видео, да, я продержался, я посмотрел, сколько получается, 4 часа 30 минут я продержался, просматривая контент про архитектуру, да, там что-то про строительную индустрию, и устал, я просто пошел смотреть этот симулятор, и я врубил своего любимого стримера, да, и сидел без остановки, получается, еще 5 часов, просто смотрел, как он проходил эту игру. Суть в чем, понимаете? Если вам что-то надоело, вы не должны заставлять себя продолжать это смотреть, вы должны продолжать смотреть, вы должны хотеть продолжать потреблять контент, но вы не должны заставлять себя потреблять одно и то же. То есть, если вы чувствуете то, что все, я устал, я не хочу, переключайте видео. Если вы там в глубине где-то думаете, что это видео для дегенератов, что оно какое-то слабое, оно что-то глупое, наплевать. Ваша цель как можно быстрее достигнуть планки, на первый этап, да, вот для начала достигнуть планки, когда вы сможете просто на слух потреблять японский контент. Потом вы сможете включать, опять же, вы сможете включать стримеров, которые говорят намного быстрее, которые говорят намного более естественнее, чем люди на ютубе. Потому что люди на ютубе чаще всего работают по сценарию. Когда стримеры просто разговаривают, это просто идет разговор чаще всего очень быстрый. То есть вы таким образом еще и тренируете слух на то, чтобы воспринимать японскую речь. И как итог, говоря своего опыта, как это ощущается в жизни. То есть не когда ты общаешься с кем-то в интернете, там в Дискорде, в Voice, сидишь, разговариваешь, там по-японски переписываешься, читаешь. Нет, как это ощущается в жизни. В жизни во время языковой практики, во время разговорной практики это ощущается точно так же, как это ощущается в интернете. Вы буквально не чувствуете разницы. Это будет восприниматься как то, что вы в интернете слушаете. Это как подготовка к тому, что у вас будет в жизни. А когда вы в жизни сталкиваетесь с этим, постоянно при этом потребляя контент, созданный японцами для японцев с максимально естественным японским языком, вы замечаете то, что у вас нет никакого страха, да, у вас нет никаких типа эмоций, типа что-то, у вас нет ничего, у вас не будет ничего, что вас будет действительно напрягать. Вы будете просто расслабленно слушать и поймаете себя на мысли, то, что это буквально то же самое, что вы слушаете изо дня в день, но это в жизни. И это ничем не отличается.